Всем привет! Вы на моем канале «Накорми мужа». Чесночный хлеб с моцареллой давно уже стал знаменитым на просторах YouTube, поэтому давайте мы с вами его тоже приготовим. Тем более, что это удачный, очень и простой рецепт, хлебушек по нему получается очень вкусным. И первым делом я уже отмерила 240 грамм муки, ее я буду просеивать в тарелку, в которой буду замешивать тесто. Этот этап я советую вам не пропускать. И уже к подготовленной муке мы будем добавлять остальные ингредиенты. И это у нас дрожжи. Сегодня я использую сухие 4 грамма. Также я добавляю сахар 30 грамм, одно куриное яйцо и 100 миллилитров молока. Молоко я предварительно подогрела. Как видите, ингредиенты довольно простые, что меня очень радует. Замешиваем наше тесто и добавляем еще в него 1/3 чайной ложки соли. Пока получается, перемешиваем тесто ложкой, а потом вываливаем его на стол и уже продолжаем замешивать руками. Тесто довольно сильно будет липнуть к рукам, поэтому вымешивать нам придется его довольно долго. Я вымешиваю где-то в течение 10-15 минут. Растягивайте свое тесто, отбивайте его, вымешивайте любым для вас удобным способом, пока оно не станет уже собираться в комок, при этом оно еще не перестает липнуть к рукам. И теперь мы к нашему тесту добавляем 30 грамм сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры. Вмешиваем его в тесто до однородного состояния. И еще продолжаем замешивать наше тесто 7-10 минут. И когда наше тесто станет уже гладким и однородным, я смажу руки растительным маслом, чтобы не забивать дополнительно тесто мукой, и уже соберу его в шар. И буду выкладывать на противень. Его нужно предварительно или смазать растительным маслом, или, как я, застелила антипригарным ковриком. Немного приплюскиваем и распластываем наше тесто в лепешку и оставляем подходить на расстойке примерно на 1,5 часа. А пока тесто будет подходить, я подготовлю начинку, которую буду смазывать наше тесто. И для этого мне понадобится 20 грамм сливочного размягченного масла. К ним я добавляю 1 желток, 2 столовые ложки зеленого лука. Его я выращиваю у себя на подоконнике. Вот такой у меня мини-огородик. Укроп пока выращивать не получается, поэтому укроп покупной добавляем 1 столовую ложку. Также добавляю чеснок 8 грамм. Его лучше как можно мельче измельчить. И добавим также еще 5 грамм сахара. Все хорошенько перемешиваем. Также я подготовила моцареллу, ее я порезала на брусочки. Когда наше тесто подошло, оно стало пышным и воздушным, нам нужно сделать на нем надрезы. Желательно для этого использовать очень острый нож. Добавляем нашу ароматную начинку. Можно ее просто выложить сверху, но мне нравится как бы заполнять ею надрезы. И когда уже вся начинка будет выложена, в каждый из надрезов мы добавляем по кусочку сыра. Можно использовать не только моцареллу, но и любой другой сыр, который хорошо плавится. Но мне кажется, что моцарелла подходит все-таки лучше всего, потому что она имеет очень нежный сливочный вкус. И когда заготовка нашего хлебушка готова, мы отправляем ее в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут. Хлебушек выпекается очень быстро. У меня 15 минут прошло, и посмотрите, какой ароматный румяный хлебушек я достала. Запах просто на всю квартиру. На такие ароматы точно сбегутся все ваши домашние. Через полчаса у меня от этого хлебушка уже ничего не осталось. Он станет отличным дополнением к супу на обед, а также его можно кушать просто с молоком. Невероятно нежная пористая структура теста и тянущийся вкусный сыр с ароматом чесночка. Поскорее бегите на кухню, попробуйте приготовить такой хлебушек. А мне не забудьте поставить лайк. Приятного аппетита и пока-пока!